Секс на кладбище. Началось все с того, что мы в Хэллоуин сидели дома у моего друга и пугали друг друга всякими страшилками. Тут друг рассказывает нам, что он и его девушка решили как-то пощекотать себе нервы и заняться любовью на кладбище. Ну, ночью-то, конечно, страшно. Решили поехать вечером после работы. Хорошо, сделали они свое черное дело, да домой засобирались. Тут друган мой хвать, ключи от машины найти не может, а уже темнеет. Искали, перепугались порядочно. И тут мужик какой-то с мешком появился и говорит им: «Вы что это тут делали?» На что мой друган ему ответил: «Да на могилку приезжали, а вам-то, собственно, что за дело?» А он ему и говорит: «А мне до этого прямое дело, а вот за свои дела вы еще ответите». После чего посмотрел на него так, что, как он выразился, он чуть не посидел, засмеялся и ушел. Подруга его жутко испугалась, начала плакать и уговаривать его бросить машину и поскорее уйти. И тут он смотрит, ключи от машины прямо у его ног лежат в траве, завелись по-быстрому и по газам. К концу его рассказа моя подруга аж в лице изменилась, позеленела как-то что ли. Говорит ему: «Никогда больше этого не делай, я вообще удивляюсь, как вы оттуда живые ушли». У моего друга аж морду перекосило, на роже написано, что не верит он в это ни хрена. Тогда она рассказала свою историю. Несколько лет назад она встречалась с парнем, которого она очень любила. Ей тогда было 16 лет, первая любовь и все такое. Он же был старше ее лет на 6 и гораздо опытнее, разумеется. Проблема была в том, что парень ее был, мягко говоря, немножко не в себе. А если сказать откровенно, крыша у него ехала на полном форсаже со скоростью товарного поезда. Он любил изощренными способами издеваться над ней. К примеру, снимал квартиру посуточно, накуривал ее там анашой, а после наступления у нее измены, фазы безотчетного страха, запирал ее в ванной и уходил на несколько часов. Постоянно ей изменял, притом делал это так, чтобы она обязательно узнала. Но она любила его и все равно бегала за ним, как собачка. Между тем маразм нашего Казановы крепчал, и как-то он предложил ей заняться сексом на кладбище. Она, естественно, ни в какую. В конце концов он ее все же уговорил, при условии, что все будет днем. Отработав этот день, он забрал ее из дома, и они поехали. Он взял с собой выпить под предлогом расслабиться немного. Пока пили, начало темнеть. У моей подруги начало складываться впечатление, что вся эта петрушка с бухлом только для отвода глаз, а на самом деле он хочет, чтоб стемнело. В общем, своего он все-таки добился. Сразу после этой оргии они засобирались домой, и тут мужичок с мешочком подходит к ним и говорит: «А вы что это, ребятки, тут делаете ночью?» Их от испуга на несколько секунд взяла оторопь, потом он промямлил что-то вроде: «Заблудились, не местные мы». А мужик ему и говорит так ласково: «Так что же вы блуждать-то вздумали на кладбище? С такими делами аккуратней надо, а то ведь тут и остаться можно. У нас тут хорошо, тихо». Договорить он не успел. Молодой человек подошел к нему и ударил в лицо со словами: «Шел бы ты нахрен отсюда, падла, чё ты тут нам нарассказывал?» А мужик, ничуть не обидевшись, даже как будто обрадовавшись чему-то, ему и говорит: «Я тебе, парень, правду рассказываю, а то, чем вы занимались здесь, просто так вам с рук не сойдет». Развернулся и пошел прочь, а мешочек свой на дерево повесил. Парочка наша, перетрухав изрядно, стала домой собираться, пока не накаркал еще чего доброго этот старый. Тут смотрят, мешок старика этого на дереве зашевелился. Девка чуть в обморок не упала, стоит белая вся, пошевелиться даже не может. Парень же кое-как взял себя в руки, подобрал палочку и потыкал в мешок осторожно. Чувствует живое что-то. Тут он разозлился очень сильно, начал матом крыть этого старпера с его лекциями о морали и мешками со всякой фигней. Сорвал он этот мешок, вытряхнул его,
А там котяра сидит здоровый черный, с глазами разноцветными. Отошли они кое-как от всей этой бесовщины. Девка даже наладилась котика погладить. Да он зашипел злобно, оскалился и убежал. Завели машину, покурили, стали выезжать с этого места. И только выехали со второстепенных аллей на главную, как опять мужик этот. Он как будто вырос перед ними. Фары освещали его зловещую ухмылку, и мешочек его проклятый был при нем. И слышат они голос, который говорит им: «Куда это вы, ребятки, собрались? Я с вами еще не закончил». В голове проносится: этого же не может быть. Он стоит в 10 метрах от машины, причем не открывает рта, а только как-то ехидно скалится. Парень по газам, объехал его, всего трясет. Забыл, наверное, как звать его от страха. Едет по дороге, но неожиданно в стену упирается. Смотрит в окно. Оказывается, вообще не в ту сторону ехали. Повернулся к стеклу заднему, а там в свете фар опять этот. Не знаю даже, мужиком его как-то язык не поворачивается назвать. И опять слышат они: «Никуда вы, ребятки, отсюда не уедете. Уж я об этом позабочусь». Вдруг машина глохнет. Он начинается к ним приближаться. Они, уже не особо соображая, что делают, выскакивают из машины и бегут вдоль стены. Потом парню приходит в голову, что это стена небольшой часовни при кладбище. Полагая, что это единственное место, где можно укрыться, они бегут туда. Добежав, неистово стучат в дверь. Там спрашивают, кто это, мол. А они, мол, святой отец, откройте скорее, за нами сатана гонится. Он спрашивает, мол, дети мои, вы ничего не путаете? А они ему в ответ: какой там путаете? Старый дьявол с мешком каким-то. Священник после этих слов аж поперхнулся и только и смог из себя выдавить: «Святый Боже, неужели опять? Заходите скорее!» Как только за ними закрылась дверь, с другой стороны раздался голос: «Святой Отец, верни их мне, они совершили смертный грех». Священник собрался с мыслями и ответил: «Даже Господь наш не берется судить детей своих при жизни. Так по какому же праву дьявола отродья ты решила?» Наш, уже не слушая батюшку, говорит им: «Вам несказанно повезло, ребятки, но это ничего, мы скоро с вами здесь встретимся». Святой Отец рассказал им, что это дух, смотритель кладбища, следит за всем, что там происходит. Также его можно увидеть в образе старичка или бомжеватого мужичка на похоронах, или во время Пасхи или родительского дня. Что по преданию, если бы они не догадались спасать свои души в храме Господнем, он бы забрал их, и никто и никогда бы их не нашел. Скоро Пасха, и если поедете на кладбище помянуть усопших, присмотритесь хорошенько, возможно, вы увидите его ухмыляющуюся физиономию. Его фотография. Вспомнилась одна история, произошедшая с моей хорошей знакомой. Было нам тогда по 16-17 лет, молодые, задорные, веселые. Заканчивали школу, на носу экзамены и выпускной бал. Все девчата обсуждали фасоны платьев и портниху, которых будут шить. Это сейчас время вольготное. Зашел в любой бутик и выбирай, чего душа требует. А в советские годы выбором магазины не баловали. Доставали ткань по великому блату да по знакомству, а потом к лучшим мастерицам ездили. В апреле умерла моя бабушка. Отплакали, проводили. Горе горем, но для нас жизнь продолжалась. Я очень любила мою бабулю, золотой души она была. Через неделю после бабушкиной смерти решила поехать на могилку, проведать. А чтобы не одиноко было, а точнее, чтобы от слез в гордом одиночестве не захлебываться, попросила подругу съездить со мной. Поехали. Всю дорогу в тряском автобусе. Она отвлекала меня от печальных мыслей разговорами о планах на будущее, о молодых людях, о выпускном. В общем, не давала расклеиться ни на минуту.
Кладбище, куда мы приехали, уже давно считалось закрытым. Могилки в большинстве древние, некоторые аж 19 века. Там можно было только подхоранивать в заранее абонированные места или к усопшим родственникам. Поэтому свежие захоронения на этом кладбище – большая редкость. Подошли мы к могилке моей бабушки, я разревелась и запричитала. Подруга поглядела на меня, губенки задергались и тоже в слезы. «Ты, — говорит, — поплачь одна, а я тут похожу неподалеку, а то потом до ночи не успокоюсь». Развернулась и пошла по дорожке, я же осталась с бабушкой. Через полчаса иссякли горькие слезы, и еще минут через 5 перестала всхлипывать, а чуть позже на душе стало хорошо и спокойно, будто бабуля пришла и погладила рукой по голове, как при жизни. Я поправила цветы на могилке, поклонилась холмику, поблагодарила ее за все, попрощалась и пошла искать подругу. На одной из дорожек нашла у свежего захоронения, окликнула по имени, тишина, позвала еще раз, опять никакой реакции. Подошла к ней, гляжу, а Ольга, как зачарованная, смотрит на фото похороненного на днях паренька. Невероятно красивый молоденький лейтенант в форме улыбался нам с этой фотографии. Жаль стало парнишку. Я посочувствовала его родным, посетовала, что молодые ребята уходят из жизни в такие годы, и позвала Ольгу ехать домой. Она заупрямилась, мол, давай еще немного побудем тут. Впервые вижу такого красивого парня. Не встретился при жизни, так хоть на фотку полюбуюсь. Я не стала спорить, присела на скамеечку. Теплое солнышко пригревало, легкий ветерок шелестел в молодых березах. Благодать. В общем, уехали мы оттуда часа через 1,5. Всю дорогу подруга моя помалкивала, отвечала односложно, а то и вовсе не слышала меня. Потом школьные заботы закрутили-завертели, я и думать забыла о том случае. Готовилась к экзаменам, ездила к репетиторам в университет. Но заметила, что Ольга как-то осунулась, побледнела и стала какой-то чужой, будто жизнь из глаз вытянули. Обычно веселая и смешливая девчонка за пару недель превратилась в ходячую мумию. Говорила невпопад, ничего ее не интересовало. Перестала ходить к подругам в гости, приглашать к себе. На мои обеспокоенные вопросы только устало отмахивалась. А накануне выпускных экзаменов я не выдержала и заявилась к ней домой. Шумная мама подруги никогда не отличалась особой деликатностью. Направила меня подождать Ольгу в комнате, пока та в бане моется. Первое, что бросилось мне в глаза в Ольгиной комнате – фотография того самого лейтенанта. Хоть и скептик по натуре, но в сердце кольнуло. Вот она причина всех бед. Ох, и досталось же мне в тот день от подруги за то, что притопала к ней без приглашения и увидела фото. Как потом выяснилось, Оля ездила на могилу к этому парню несколько раз, не выдержала и прихватила фотку домой, и с того самого дня только им и жила. На мои попытки уговорить вернуть фото обратно, она кидалась как мегера. В общем, наставить ее на путь истины мне не удалось. Мы разругались. Через неделю ее брата посадили в тюрьму за то, чего он не совершал. Пареньки срезали провода на цветмет, а ее брат в это время амуры со своей девушкой крутил возле места происшествия. А воры смылись, а парня загребли подоспевшие стражи порядка. Словам девицы никто не поверил, и ее тоже упекли в кутузку как сообщницу. Мать Ольги обошла с поклонами все инстанции. Никаких результатов это не дало, взятки тоже не сработали. Тогда она поехала с Ольгой к бабке-гадалке. Та сказала, как отрезала: «Не вернешь, что взяла, будет еще хуже». На выпускной бал Ольга не пришла, экзамены тоже не сдавала. Потом я уехала учиться, и связь с ней потерялась. Встретились мы только через 10 лет, заплакали от радости, обнялись, о всяких ссорах и не вспомнили. В уютном ресторанчике накатили с бывшей подругой немного вина, и она поведала мне оставшуюся часть истории. Тогда, говорит, будто помутнение нашло, не спала, не ела,
Только этим портретом и жила. Говорила с ним будто с живым. Представляла парня рядом с собой. В общем, жуть. Даже после слов бабки-гадалки не захотела расстаться с фоткой. В итоге брата посадили на 3 года ни за что ни про что. У отца начались проблемы с сердцем. 2 инфаркта в течение лета. Мать выгнали с работы, дом чуть не сгорел. Беды посыпались, как из рога изобилия. А в одну прекрасную ночь ей будто свыше глаза раскрыли. Говорит, такой холод замогильный от фотографии пошел, словами не передать. И словно пелена с глаз упала. Утром отвезла фото на могилку, попросила прощения у паренька и или как поплелась домой. Со слов Ольги, ломала и корежила ее несколько недель, рвало кровью и слизью. В общем, она думала, что уйдет к костру предков в самом рассвете лет. Потом постепенно оклемалась, и жизнь стала налаживаться. Маму ее восстановили на работе. Отец хоть и больной сердцем, но живой. Инфарктов больше не было. Брат же отсидел 3 года, вернулся никаким, спился окончательно. Она же в течение 10 лет трижды была замужем, но мужья трагически погибали. Один от инсульта, другой и третий в авариях. Теперь она одна растит сына. С той поры на кладбище она старается не ходить, и уж тем более тащить что-то оттуда в дом. Дорогой ценой далась ей эта наука, слишком дорогой. Мой дедушка. Вот что рассказала мне моя бабушка. Когда умер твой дедушка, моему папе было 10 лет, и он умер фактически на его глазах. Если бы не халатность врачей, то дедушка бы выжил. Это случилось где-то около 40 лет назад. Мы не знали, что случилось с ним. Тогда медицина была не такая сильная, как сейчас. Его разрезали на маленькие кусочки, а потом обратно шили. Шовчики были видны из-под костюма. Я сама это видела на фотографиях, которые были для меня под запретом. Тогда не отпевали в церквях, и мы не стали этого делать. Батюшки, как говорится, только по блату, и тихонько, чтобы государство не знало. В общем, нелегально. Похоронили мы его, а душа моя болит. Ох, как болит. Любила я его сильно, и он меня. Все напоминает мне о нем. Да и смерть в 34 года – это разве жизнь? Он даже не пожил, а так хотел увидеть внучек. Уж очень он хотел девочку, а получился папа. На тот момент, когда девушка погиб, я была беременна. От стресса младенец умер во мне. Сроки были небольшие, поэтому сделали аборт. Ну да ладно. После его смерти он начал часто приходить ко мне во сне. «Мне холодно, пошли ко мне, тут так неуютно и мокро, страшно». А у меня сердце кровью обливается, сон-то как реальный. Я после таких снов к нему на могилку бегала. Мама меня лечила, водила по бабушкам, но все без толку. Помню, снится он мне, бежит за мной, а я убегаю от него. «Подожди, не убегай, прошу!» – кричит он. А я круг нарисовала и дальше бегу. Он мечется в непонятках, но как-то отбегает круг и бежит дальше, чуть не догоняет. Кто-то подсказал мне сходить в церковь и поставить за упокой свечку, попросить, чтобы отпели его. Я так и сделала, и знаешь, что самое интересное? Снится он мне, светится как ангел и говорит: «Вот теперь мне хорошо, я спокоен, прости, что так все вышло». И после этого он уходит. Вся эта катавасия продолжалась более 2 лет. И представляешь, прошло уже 27 лет с того сна, и он не снится мне больше. Вот такая история. Хочу добавить от себя, у моей бабушки умерла сестра от рака. Они были очень дружны, больше, чем сестры. И когда они приходили к ней, он говорил бабушке: «Здесь меня закопаешь», прям как чувствовал. Я, когда прихожу на кладбище, мне становится спокойно, я чувствую их. Такие мягкие прикосновения,
Или руки на плечи, или касание руки к моей щеке. Они рядом. Нет, не страшно. Просто знай, что они рядом и помогают мне. Я люблю их, только хочется их увидеть живыми. Но пройдет время, и рано или поздно мы встретимся.